Всем привет! Хочу сегодня с вами поделиться своими идеями, которые пришли ко мне после участия на эфире одной из наших участниц клуба, Magic On клуба, Лизы Калининой. Она приглашала меня на радио, она работает на РТВ Подмосковье, и мы там обсуждали вредные привычки. И после того, как мы обсуждали вредные привычки, у меня такое ощущение, что у меня произошло какое-то такое тоже прозрение, открытие для самой себя по поводу того, как это происходит. Я подумала, погрузилась в это и подумала, как же создаются вредные привычки. Я вспомнила, как это было в моей жизни, например, да? Когда мама поняла, что мы заинтересовались вином, которое стоит и которое делала наша бабушка, которое мы сами даже жали, руками там жали. У нас это все эти технологии, которые из детства пришли. У нас была дача, у нас был классный виноград, очень классный синий виноград. И у нас все готовилось, огромные бутыли стояли такие. У нас дома очень было много алкоголя. И в итоге что мы делали? Мы выпивали немножко вина и доливали туда воды. Такую штуку делали. И мама, когда это прощупала, она сказала мне: хочешь выпить? Вот возьми тебе, вот бутылка тебе водки, у нас стоял целый бар алкоголя, она говорит: возьми себе водку, возьми, выпей, только ты никуда не пойдешь, возьми и выпей. И я помню, что это очень сильно на меня повлияло, я поняла, что мне в принципе все доступно, но я этого не хочу. То есть мне неинтересно. И я понимаю, что благодаря этому у меня сформировалось определенное отношение. Я пробовала алкоголь, но это произошло в очень позднем возрасте, скажем так. Ну, то есть там, после 20 лет, да. То есть я попробовала и виски, водку чистую никогда не пила. То есть чистый алкоголь вообще не могла, очень такой крепкий. Я к тому, чтобы вы проассоциировали то, как это было у вас в жизни, да, то есть как вам пришло. И я погрузилась в такое вот впечатление о молодежи, о том, как это может происходить. Что происходит, например, да, то есть как появляются вредные привычки. Вредные привычки, что мы к ним относим? Мы к ним относим курение, мы к ним относим алкоголизм, наркоманию, мы к ним относим там, переедание, хотя переедание не так, хотя мне кажется, что это все одно и то же. То есть если взять вот это полностью как вредные привычки, да, то есть это как автоматизм, который делают, или вещи, которые, то есть как патологическая какая-то склонность к тому, чтобы снимать стрессы, да, а не решать вопросы. Как это происходит? Вот представьте, да, подумайте, пожалуйста, вот этот алкоголь и сигареты, если возьмем, да, давайте возьмем крайности, и наркотики те же самые. Это получается то, что людям запрещают делать. И считается, что это же получается фишка взрослых людей. Дети, когда начинают взрослеть, да, они хотят все время стать взрослее, типа, я уже взрослый, и им родители запрещают. Просто там был тоже у нас за кадром разговор по поводу того, что дочка знает, мама курит или не курит. То есть и вот эта вот тема меня сподвигла на то, что действительно дети, когда, стараются подражать родителям своим и становиться типа взрослыми, да, там красятся, тоже же самое, да, вот это все делают. И в этот момент, в какой-то момент родители, когда они имеют вес, они говорят: это нельзя, это плохо, да, то есть они запрещают. И иногда бывает запрет, этот выглядит как типа наказание, да, то есть если ребенок там покурил, его, например, родители наказывают, да, или вас так делали, или вы так делаете, да, наказывают. И потом что происходит? Это наказание запоминается, что вот это нельзя, этого очень сильно хочется. И оно как наказание тоже запоминается. И вот у меня возникла такая штука. Помните, я говорила, такое у меня было видео по поводу того, что переедание — это наказание, да, то есть человек сам себя наказывает, потому что подсознательно мы все знаем, что это ведет к тому, что это ведет к ожирению, к тому, что мы потом сами будем себя ругать за то, что переели, будем плохо себя чувствовать, это приводит к атеросклерозу, к неправильной работе всех органов, суставов и всего вообще, то есть зашлакованность организма токсинами и всем остальным. В общем, и в итоге просто мы это знаем, получается, мы себя наказываем сами. Но это, вот представьте, да, это, получается, наказание было спровоцировано воспитанием родителями, они запретили. И в этот момент запрета у человека возникает связка. То, что это наказание, его наказали за то, что он покурил, да, и потом человек, когда взрослеет, но родители уже не имеют на него такого влияния, он продолжает себя наказывать этими сигаретами, алкоголем, наркотиками или перееданием. То есть получается такая просто невероятная связка. Особенно, например, и все то, что происходит через рот, я так и сказала на эфире, я этот уже вывод для себя сделала очень давно, что все, что через рот человек таким образом себя наказывает, то, что он вот внутрь себя запихивает, неправильно, если, да, то есть таким способом. То есть, по идее, нам органы пищеварения и рот, как кто во что входит, то есть здоровье должно входить, а люди
предотвратили это. И вот это действительно та тема, которую нужно разрешать. Я хочу вашего мнения по этому поводу. Как это было у вас в жизни? Я веду эту тему для того, чтобы начать глобальное очищение организма именно через питательную, то есть питательную систему, да, через наше питание, пищеварение. 1 марта я хочу стартовать в проект на 3 месяца полностью очищения организма через правильное питание, диету. Мы будем разбирать вообще все позиции, там, экология диеты, диета экологического тела, экологичного тела, новое направление, макробиотику, аюрведу, инь-янь, вот эти все, вот все самое современное, да, палеодиета есть такая. То есть мы пересмотрим и продукты, и калорийность, и то, какой продукт, какое вызывает состояние, какое отношение, как кому что полезно, там, здоровый продукт, органический продукт. Я хочу такую переработать полностью всю информацию, и я начинаю вот эту вот тему вести, будем так с вами погружаться туда. То есть для меня вот интересно, как для вас это было. Вот вспомните, пожалуйста, погрузитесь. Как вы думаете, можно ли это соотнести с вами? Да? Может ли это быть? Вот для меня самой, вот я хочу сказать, что получается, что и я прям хочу дать совет с учетом того, как я была воспитана, и я вижу, насколько это вот в жизни мне помогло. Я вот один раз в своей жизни помню именно такое прям наказание сильное. И я не поняла, за что меня наказал дедушка. Меня наказал, я до сих пор вот понимаю, а он очень, когда я была маленькая в возрасте, умер, да, и то есть у меня не было даже моментов возможности задать ему вопрос, зачем это было сделано. Я думаю, что у него какое-то свое было состояние, но я очень сильно запомнила эту ситуацию, потому что мне было непонятно. Но в принципе нас никогда не наказывали. И я понимаю, что это был правильный способ воспитания, потому что люди наказывают своих детей за свои же ошибки, потому что то, что во что дети вырастают, они вырастают в подобие своих родителей. И ребенок это то, что ему дают родители. Вот других вариантов нет. Это мое мнение. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но я то, что вижу, я вижу просто маленьких родителей, которые еще больше утрируют то, что есть в родителях. И это просто очень сильно считывается. Понять, кто есть человек, можно по его детям очень сильно. И это все прям вообще сразу понятно. И я считаю, что именно вот этот момент, то есть зачем наказывать ребенка за те ошибки, которые вы в ему встроили. Я прям вот искренне хочу вот по этой теме, чтобы вы мне ответили. По поводу того, что вы считаете, как у вас это происходит, почему вы там передаете, почему вы, например, алкоголь пьете, хотя вы считаете, что это вредно, или вы курите, да? То есть, и вы это делаете. Как это в вашей жизни произошло? Как вы к себе относитесь? Считаете ли вы, что вы себя наказываете? Считаете ли вы, что вы к себе таким образом хуже относитесь? Или это в порядке вещей, это можно, это нормально? Врачи считают, что алкоголь можно пить, что сигарета в день это не сигарета, и на самом деле вы очень можете легко бросить курить. Какие у вас есть там оправдания этому? Как вы к этому относитесь? Очень интересно, на самом деле. Потому что я считаю, что я собрала здоровую тусовку людей более продвинутого уровня, но может быть у кого-то это осталось. Искренне, честно, прям пишите, поменяйте себе ник, если вы не хотите, чтобы мы вас узнали, вас никто не будет знать. Напишите про это, потому что это важная тема, мне очень хочется ее развить дальше. И вторая тема, я хочу, чтобы вы мне написали, если у вас есть дети, как вы относитесь к тому, чтобы вообще не наказывать детей, вообще ни за что не наказывать, вообще быть по отношению к ним строгими, но прям вот чтобы это было как наказание. Если вы будете просто строгими по отношению и справедливыми абсолютно, то есть чтобы это не было неадекватного отношения к тому, что если вас ребенок отвлекает, вы его взяли, закормили и думаете, что таким образом вы разрешили ваше взаимодействие с ним, а ему надо было совсем другое. Или, например, у вас какое-то плохое настроение, и вы на него там начинаете огрызаться и как-то влияете на него. То есть наказываете ли его за какие-то ошибки, хотя вы понимаете, что вы сами это взрастили в нем. Мне интересно ваше мнение по поводу, потому что я больше теоретик все-таки, я наблюдаю со стороны, как люди это делают, но мне кажется, что это очень правильная позиция. И мы с мамой это обсуждали, я уже выросла до такого уровня, что я могу с мамой это обсудить, и мы обсуждаем на взрослом таком, и я понимаю, что я очень сильно благодарна ей за то, что она во мне это сделала. Потому что я реально человек, которого не наказывали вообще ни за что. Меня ни за что не наказывали. И я не делала никаких поступков плохих. То есть моя жизнь была... До какого-то момента я могла бы сказать, что у меня было гармоничное детство, несмотря на то, что там оно было с какими-то перипетиями или еще с чем-то. Я себя чувствовала действительно именно вот так. Пишите мне по поводу этого, слушайте эфиры, я сделаю тоже на этой странице, добавлю, потому что одна тема продолжает другую. Смотрите, мы создаем страницы, которые касаются всего того, что там было связано со СМИ, с моими съемками, может быть, что-то найдем там в плане других съемок, из прошлого, там Каменская я снималась когда-то. И я жду от вас лайк. Если вы на YouTube, или даже если вы на YouTube, зайдите на YouTube, поставьте лайк. Поставьте лайки и перепостите
это во все ваши социальные сети. Давайте распространять эту классную идею того, чтобы человек думал над собой, думал о себе и думал о том, как он воспитывает своих детей. Я считаю, что это грандиозная идея заняться именно этим. И я жду вас в нашем следующем видеоролике, я жду вас в каждом вашем комментарии, я жду вас на следующей суперской мокрой тренировке нашего Magic on Pool. Всем пока!